Светлана Владимировна. Меня зовут Свалова Светлана, я работаю в детской поликлинике города Усолье-Сибирская. И в данный момент я работаю на участке. И это тот вид кашля, да, с которым я работаю с ним каждый день, и уже в течение 30 лет я работаю на участке вот с такими детьми. И хочу сказать, что нет, если у вас есть ребенок, то значит вы знаете, что такое ОРВИ, что такое бронхит или бронхиолит. Каждый ребенок каждая мама, у которой есть ребенок, она сталкивалась с такими заболеваниями. И очень часто кашель обычно бывает при ОРВИ и при бронхитах. Но пневмонии бывают, конечно, гораздо реже, но чаще всего кашель при ОРВИ, при бронхитах. Ну, что такое бронхит? Бронхит – это острое такое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, слизистой оболочки бронхов, которое вызывается каким-нибудь возбудителем обычно. Вот и происходит воспаление в слизистой, там происходит отек, потом просвета бронха, он сужается и нарушается работа бронхиальных желез, выделяется секрет, цвет он становится более вязким, образуется мокрота. И когда образуется мокрота в слизистой, появляется вот такой кашель. Вначале он, конечно, сухой, врачи его называют еще непродуктивным, но постепенно он становится более влажным. У детей он влажным становится быстрее. И вот эти бронхиты, они все-таки чаще бывают у детей. Почему все-таки у детей? Потому что вот само анатома, такое строение, да, бронхов, оно это предрасполагает к этому строению бронхов. Оно очень у них узкое, потом объем легочной ткани меньше, потом слабая дыхательная мускулатура, и еще у детей, в общем-то, иммунитет гораздо слабее, чем у взрослых, и поэтому чаще присоединяется какая-то микрофлора. Но причина вот таких вот вирусных вот этих заболеваний – это вирусы, да, и в настоящее время известно более 200 вирусов, которые могут вызвать. И чаще вот бронхит, он бывает чаще вирусной природы. Это грипп, это парагрипп, там РС-вирусы, риновирусы, сейчас еще коронавирусы присоединились. Кроме вирусов, бывает еще и вызывают кашель бактериальные, это стафилококки, это гемофильная палочка, стрептококки, пневмококки. Коклюш, кстати, тоже вызывает сильный кашель. Там он чаще, конечно, непродуктивный кашель. И очень редко это бывают грибковая. Но грибковая бывает, бронхит это чаще у тех детей, которых очень часто антибиотиками кормят. Таких детей. Бронхиты